Присаживайся поудобнее. Сегодня мне нужна твоя максимальная концентрация. Как ты понимаешь, процесс изменения сознания и последующего роста всегда сопровождается нагрузками, упорством и страхом. Поэтому, чтобы не навредить тебе, наша корректировка взглядов на мир будет планомерной и последовательной. Вначале тебе будет абсолютно непонятно, для чего нужны будут фрагменты разрозненной информации и абстрактные понятия, о которых я буду говорить. Но с каждым диалогом пазл будет складываться, и очень скоро тебе станет ясно, что единое целое состоит из множества мелких осколков. Не перегружай себя. Всегда бери время на обдумывание новой информации и закрепляй ее на практике. Видишь ли, я дам тебе в руки смертоносное оружие, которое по своей силе превосходит любое из ныне существующих. Этим оружием ты можешь защитить своих родных и близких, либо воспользоваться им в деструктивных целях, ставя на колени всех, кто попадается на твоем пути, и оставляя за собой лишь пепел. Как его применить, решать только тебе. Но с великой силой наступает великая ответственность. Подумай, что будет, если дать заряженный револьвер двухгодовалому ребенку. Имя этому оружию – психоэмоциональное превосходство. И если в тебе достаточно смелости, тогда начнем. Дебют нашей партии начнем со знакомства с некоторыми концептуальными понятиями и пресуппозициями, на которых будет строиться твое новое мировоззрение. Пресуппозиция – это необходимый семантический компонент, обеспечивающий наличие смысла в утверждении. Это идея или предположение, которое должно быть верным, чтобы последующая коммуникация имела смысл. Не делай такое лицо. Это проще, чем кажется. Приведу пример. Когда ты говоришь, что завтра утром выпьешь кофе, пресуппозицией здесь является знание того, что завтра утром ты проснешься. А если рассказываешь, как сильно любишь свою собачку, пресуппозиция – у тебя есть собака. Уловил? Отлично. Цикл. Так уж получилось, что все в нашем мире циклично. Солнечный день сменяется темной ночью, после чего снова наступает рассвет. Зима сменяет лето, листья на деревьях вырастают и опадают. Планета делает круг вокруг Солнца и снова встает на исходную позицию. Часовая стрелка отсчитывает 24 часа, после чего счет начинается заново. Мы рождаемся, взрослеем, стареем и умираем. Но наши дети продолжают цикл. Может меняться антураж, декорации и главные герои, но цикл нельзя остановить. Он лежит в основе мироздания. Символом цикла считается змей, кусающий себя за хвост, означающий смену созидания и разрушения, жизни и смерти, также известный как Уроборос. Если эта концепция была тебе ранее незнакома, или ты просто не обращал внимания на ее проявление, она может тебя испугать. Может сложиться впечатление, что ты находишься в замкнутом пространстве, твои действия не имеют смысла, или ты бегаешь в колесе, словно подопытная мышка в лаборатории. Но ты же помнишь, что мы с тобой теперь на темной стороне, не так ли?
Страх теперь твой союзник. Я вижу в твоих глазах немой вопрос, как эта концепция поможет тебе стать сильнее. Что ж, хорошие события сменяются плохими, а плохие – хорошими. Это значит, что если в твоей жизни все идет наперекосяк, то скоро наступит рассвет, а с ним и твои моменты триумфа. Это императив. Ну а если у тебя все в шоколаде и ты боишься смены на негативные события, привыкай играть за черных. Мы же не будем вредить своим. Скоро я научу тебя использовать негатив так эффективно, что цикл будет оказывать на тебя минимальное влияние, ведь ты будешь выигрывать вне зависимости от его текущей позиции. Понимание этого процесса поможет тебе в контроле эмоций. Какой смысл лишний раз нервничать и совершать импульсивные действия, когда знаешь, что все происходит так, как должно происходить? И, наконец, ты веришь в реинкарнацию души? Если нет, то я бы на твоем месте подумал еще раз. Конечно, это не доказано научно, но если все в нашем мире циклично, почему тогда душа живет только один раз? Каждый, кого ты встречаешь, пришел в этот мир не случайно. У каждого есть задача, которую необходимо выполнить, знания и навыки, которыми необходимо овладеть. А после того, как его время истекает, он переходит на следующий уровень, в свое новое воплощение. Представь, что у тебя есть аккаунт в какой-нибудь онлайн-игре. После каждого матча персонаж умирает, но аккаунт получает опыт и повышает уровень. Улавливаешь связь? Физическая оболочка – расходный материал. Душа – приоритет. Было бы глупо бояться смерти персонажа в конце каждого матча. Ты так не считаешь? Вера в реинкарнацию позволяет относиться к жизни проще, потому что страх смерти становится ничтожно малым. Теперь выдохни и расслабься. На этом я дам тебе время обдумать все вышесказанное. Будь умничкой. Скоро увидимся.